я анонсировал, что найду крутого, классного гитариста, который поможет раскрыть все прелести моих педалек. Мы нашли его. Это Юрий Лампочкин, гитарист группы The Korea. Использовать мы сегодня будем инструмент от компании Mayonnaise, семиструнный Dual Lead Custom Shape. Запитываем мы это все 9-вольтовым блоком питания, минус по центру. Далее, чтобы подключить, мы используем два кабеля. Один у нас input, второй у нас output. И все это дело мы будем заводить вот сюда. Будем использовать Quark Cortex от компании Rock DSP для того, чтобы это послушать. У нас здесь есть кабинет Fender Twin, точнее голова твина и кабинет от твина. И в принципе здесь больше ничего мы использовать не будем. И собственно луп, через который мы это все сюда подключили. То есть у нас эта педаль находится прямо в цепи. Она у нас не в конце, перед тем, как мы ее загнали в звуковую карту. Она именно в цепи, в полной у нас обработке. Поэтому сейчас при нажатии вот этой клавиши она у нас включается и выключается. Мы забыли потрогать еще одну педалечку. Может быть, она лучше будет. Вторая педаль сегодня у нас будет тоже от компании Electro Harmonix. Называется она Canyon. Это дилей. У нее также присутствует порядка там 10, по-моему, эффектов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, тоже 11. 11 эффектов, как и на прошлой педали. Также 4 элемента управления, очень похожие потенциометры, но с одного завода, я думаю. Также переключается она прикольно. Вообще, в целом, по-моему, это один корпус. Просто один залакирован, как-то покрашен, а второй просто такой матовый. Да, если я не ошибаюсь, это вообще один корпус, просто один в один исполнен. Но вот этот ощущается приятнее по тактильным ощущениям. Хотя тактильное ощущение, говорю, по педалям это такое. Эти люди же любят слушать. Зачем ты ее щупаешь? Здесь на борту у нас написано название, называется каньон. Сзади нарисован каньон. Это для того, кто не может прочитать, чтобы мог понять такую вот визуальную транскрипцию этого слова. Я думаю, что так. Солнышко вот у нас представлено, но пока еще не поднялось. Сейчас попробуем подключить. Вообще шиммер, я думаю, если у вас нету клавишника, возьмите просто еще одного гитариста, навалите, дайте шума, а здесь говорят, дайте шиммера, и все у вас будет в порядке. Не нужен никакой клавишник. Будет он все заполнять, да? Да. Так, ну мы для начала, я думаю, все-таки отключим, чтобы понять здесь, что за эффект у нас. Ну, пошло. Вступил в бой каньон. Так. Да. Итак, начнем. Каньон у нас тоже также 11 эффектов здесь. Первый это у нас классический режим дилея. Здесь у нас получается дикеем докидываем еще. Отлично. Так, а у нас вот это и работает функция? Ну, модушка там тоже на каких-то эффектах есть. Не, меня интересует другое. Вот это большая потеря, то, что он это. Ну, то есть выключаешь его, чтобы в себе прийти. Ну, типа, ты, например, доигрываешь что-то на концерте, какую-то там вещь. Оставил дилей, выключаешь. Хвост. Да, и должен оставаться хвост. Здесь почему-то этого хвоста нету. Ну, то есть он обычно по кнопочке включается, а здесь почему-то нет.
Затроило. Нормально. Вот тебе хвост. Так, переходим дальше. Второй у нас это получается. Газует. Какая-то присутствует модуляция, да? Почему-то не очень уловимая. Не совсем я понимаю, в чем заключается модуляция здесь. Ну понятно. Так, при сравнении все становится ясно. То есть здесь добавляется небольшой хвост. Если использовать вместе с педалью реверберации это, то тогда смысла в этом режиме, наверное, особо не будет, потому что будет два хвоста, можно, наверное, сойти с ума сразу. После этого будет. Так, дальше у нас идет режим мульти. Интересно. Получается, что здесь каждое повторение повторяется с той же громкостью, ну, с той же динамикой, с которой ты туда его вкатил. То есть, если ты там сделаешь тихонечко какой-то удар, он его тихонечко повторяет. А если ты типа всек. Интересно. Диско можно делать. Ну да. Так, далее у нас идет. Мне кажется, тут должна плашка вылазить, что типа не употребляйте таблетки. Чтобы не сойти с ума, потому что можно, да. Тестируешь когда такое. Так. Опять. Блин, ну реверсы это всегда зачетно, особенно если ты один и что-нибудь исполняешь, это, конечно, всегда чума просто. Причем он здесь приятнее, по-моему. Можно, кстати, сравнить. Если мы здесь тоже выберем реверс, он же здесь тоже у нас имеется, вот он. То, конечно, в каньоне он вообще обалденный. Здесь как будто бы демо-версия стоит. Секундочку. Неплохо. Блин, реверс здесь очень крутой. Вот прям вот он заценил я его. Хорош. Так, дальше.
Остановите этого диджея. Можно было бы бит еще запустить. Ну, как сама компания Electro-Harmonix говорит, это получается этот эффект, это повторение их же педали какой-то, получается, наверное, их хита, то есть. Поэтому они его сюда добавили. Нужно же как-то заполнять 11 слотов в памяти. Но модуляция вообще здесь такая. Извините. Извините. Модуляция здесь очень приятная. Тепленькая очень такая. Хороший, теплый. Так, далее у нас идет, что это? Ну, тейп, понятно, это всегда у нас, значит, пленка. Можно оставлять это в тракте, кстати. Далее у нас ну, ясно, к эффекту дилея добавляется немного реверберации у нас здесь. То есть на каждое повторение сверху вешается еще. Вешается еще обработочка, да. Реверб. Главное, чтобы потом не закидали помидорами за этот самый. За такое. Все-таки это такой больше пользовательский взгляд, потому что, то есть, например, у меня таких педалей не было в использовании долгого времени. Если бы мы взяли, например, там ту педаль, которая у меня в борде стояла, то тут можно было бы 100%. С этими педалями я достаточно, с этой очень поверхностно знаком, а вот эту я знаю педаль, например. А вообще в целом Electro-Harmonix занимает свою нишу на рынке, то есть они такие, не сказать, что они там какие-то дешевые педали, это хорошие педали. Но там и это все-таки не супер премиальный там сегмент, про который все знают, там про какой-нибудь Blue Sky там или не знаю, про что-нибудь такое. Но это отличный ответ этому. То есть за эти деньги, блин, вообще очень круто звучит. Так, далее. Далее окт. Когда пишут окт, значит октава. Сразу понятно. Что происходит, я не понимаю. Для любителей странностей. Не, как-то странно работает. На другой попробуем. То есть она повторяет на октаву выше. Так, что-то вернем. Не, у нее, видишь, и что-то это самое. И плохо. Ну, тут, наверное, время нужно выставлять, походу, ей какое-то. Может, она побыстрее это себя вела. Видишь, она... Ей жизни не хватает. Вот. Не, может, питания не хватает, конечно. У меня там Может быть. Видишь? Может, она к океану ревнует? Не знаю. О.
Получается, она каждое повторение на октаву выше делает. То есть первое повторение на октаву, второе повторение уже на 2 октавы, третье повторение там коричневую ноту зайдет. Это живой обзор. Да, Нет. тут надо сказать, что это поистине живой обзор. Эти педальки я принес только что, и это, можно сказать, первый взгляд человека. И первый взгляд он такой. Ну, вот Шиммер сразу заработал. С октавой что-то здесь не то, кстати, в педали. Может быть, либо просто я не понимаю, как пользоваться правильно этим эффектом. Хотя... Может быть, не дожал и такой хрясь. Не, А, там еще следующий, да? Я же говорю, у меня был педаль астронавта от Shiftline, она очень похожа по этим самым, Эверест точнее, очень похожа по настройкам, но там такого не было, то есть, скорее всего, это либо эффект битый, либо он просто требует чуть больше питания, такой тоже может быть. Так, это у нас Шиммер. Наш любимый Шиммер. Бля, аж слетел. Ну, это, как всегда, просто божественно. Сам Боженька делал. Достаточно неплохо. Так, ну, надо Шиммер всегда быстро пробегать, потому что вот еще немного и можно все остановиться на нем. Так, дальше у нас что? Дайте биту, чуваки. Не совсем понимаю, как работает. Какие-то повторяет, какие-то нет. Да? Да, но это же не последний еще эффект. Это у нас SSN он называется. Да, он на выбор. Такой рандомно. Я реально не понимаю. Это супер рандомно выбирает. Либо он на каждую там третью секунду, условно говоря, миллисекунду эту ноту берет. Или, По идее, он... какая сильнее? Не, по идее он берет ту ноту, которую ты играешь, типа. Но это нужно приловчиться, в общем, играть, я думаю, с таким раскладом. И получается луп это... Он записывает луп. Только как? Интересно. Вот. Да, там что-то с тапкой, видимо, ты записываешь. А, нужна педаль? Нет, вот, ну вот эту нажимаешь и записываешь. Я просто уже не помню, какая это движуха. Так, хорошо. То есть...
Здесь без полбутылки не разберешься. А ты как Просто- раз не пьешь. То есть, В этом все дело. ты представляешь, ты дома что-нибудь записал себе, здесь ушел, пришел, А, пришел, а он тебе... Можно оставить, здесь чувак будет один ходить, такой плям. Он такой, типа, А вот что происходит? И вот так и будет дальше играть это, да. Сволочь. Так, ладно. Вернемся. Напоминаю, без таблеток, крепкие нервы. Возьмем какой-нибудь стандартный. Какой вот больше нам понравился? Обычный или тот, который с модуляцией там идет? Возьмем, в общем, самый стандартный, я думаю, что. Ну и теперь послушаем, как это будет звучать с океанами. Вообще хорошо они дружат между собой. Вообще, в целом, если во всех вот этих вот вариациях копаться, тут можно, мне кажется, ну, на несколько недель уйти. Сейчас поставим шиммер, попробуем. Можно балладу сразу писать. Берешь, включаешь стандартный пресет от Electro-Harmonix Delay. Обязательно шиммер от Electro-Harmonix Океаны 11. Не знаю, почему 11, потому что 11 эффектов, наверное. Наверное. Берешь просто аккорд. В принципе, записываешь его, отсылаешь своей женщине, говоришь, я написал для тебя песню. Она остается удивлена. Конечно, если эта женщина не разбирается в дилеях. Ну да. Хотя женщина должна разбираться в дилеях, я думаю, по факту, типа. Как мем этот известный про педали дилея, на которой написано «Почта России», типа. В общем, берете гитару, едете в Тибет, и там запускаете океан по каньону, и где-то месяца на 2. Можно и для Хорошо делать. вступления металлов использовать, пожалуйста. Да-да. Там, тяжелых металлов и легких металлов. Неплохо. Что еще можно? Ну, это стандартные вот два применения, когда берется просто хороший дилей, к нему представляется либо шиммер, либо просто холо, оно все, в принципе, сразу звучит уже хорошо. Ну, и можно еще из этого что? Можно попробовать, например, вообще угореть просто по игле. Включить здесь ревер. Можно записывать музыку для сновидений. Не совсем понимаю, как там работает здесь.
Хочется его медленнее сделать, а он все равно быстро делает. Музыку для сновидений можно. Вот он, шиммер уходит классно в конце. Так, можно еще побольше чуть. Но это очень космическая тема, когда ты поверх там какого-нибудь металлического расклада берешь и там начинаешь вот такое вот играть. То есть, конечно, вот с таким вот сетапом надо слушать в этом самом, в миксе, то есть как это все там будет работать будет. Вообще достаточно неплохо. Вот что хочу сказать. Так, что еще можно сказать про эти педали? Я даже не знаю на самом деле. Вроде все это рассмотрели, в миксе они звучат прикольно. Шиммеру покорил. Просто сразу сходу. Здесь понравились практически вообще все они. Прикольные дилеи здесь используются очень круто. С лупером не совсем понял, как пользоваться. Нужно, наверное, читать мануал. Полностью изучать. Мы не привыкли к такому. Да, не ищем легких путей, поэтому сходу с пылу, с жару просто. Вот, с октавой не понял. Это либо глюк педали, либо, возможно, не хватает питания. Маломощный блок. Не знаю. Можно, конечно, попробовать. На самом деле, вот так делать. Чтобы до конца понять. Что там у нас? Так, включаем октавы. Да. Дело было в этом? Да, 100%. То есть вот наблюдение хорошее по педалям. Один блок питания на 500 мА не тянет две педали от Electro Harmonix. Хотя сколько у них потребления? Давайте попробуем выяснить. На этом нету. Ну, то есть это очень странно. Не хватает одного 500 мА блока питания. Ну, конечно же, нигде не представлено потребление, но вообще в целом, если вы используете несколько педалей, нужно к этому относиться очень серьезно и заниматься подборкой блока питания правильно, потому что если блок питания маловат, то вот может произойти вот такое, как у нас произошло. Получается, что 500 мА не хватает на две педали, а это значит, что каждая кушает примерно по 300 мА. Это достаточно много для педали, на самом деле, для такой, потому что они обычно меньше. Ну, то есть нужно использовать каждую педаль со своим блоком. Они, кстати же, идут в комплекте. Ну, либо использовать просто там есть блоки питания для этого самого, для педалбордов специальные, у которых там разделение идет, там 9-вольтовые, 12-вольтовые, разные там плюсовка у них. И, в общем, вот, наверное, как так. Можно вернуться к октавам. Нормально. Можно холл включить, чтобы это... Так, у шиммера появился конкурент. Ну, по-моему, можно саундтрек писать к старым фильмам каким-нибудь. Компания Лото Бразер представляет «Смерть в ночи». Ну, примерно так же, действительно. Эрик Коннебодерс, Жан-Клод Ван Дам, Майкл Дудиков. вот это точно. Майкл Дудиков. Это что-то такое аристократическое даже нотками, понимаешь? Такая-сякая видела отца.
можно навести вообще. А умеет ли она вниз у нас работать, эта октава? Или она только вверх все-таки у них работает? Сейчас мы попробуем это найти в интернете информацию. А если ее отмодулировать, ничего не случится. А я уже нажимал что-то. Так, каждый повтор постепенно сдвигается в пределах одной октавы вверх. Нет, он только вверх умеет работать, к сожалению. Очень обидно, вниз было бы прикольно послушать. Вам, металюгам, лишь бы вниз. Ну, конечно. И так все внизу. Пусть надо... немножко вверху побудет. Надо же это самое сейчас. Так, это у нас получается... Не хочет педали пускать вниз, сейчас мы опустим. Добавляем сюда модуляцию. Ну. Вот это да. Так, а что она здесь работает за педаль? Ага. Уже 124, наверное, многовато. Попробуем 12 хотя бы. Вот так. О. Жалко, было бы прикольно, если бы она вниз уходила, эта октава. То есть ты взял высокую, она там да, ну и уходит. Вот это, может быть, было бы очень даже, кстати. Прикольно. Вообще, для акустических раскладов классно иметь отсечку на инструменте, вот, потому что... Типа совсем другой звук, мягкий такой, хороший, при этом звонкий одновременно. Хороший эффект, я запомню на самом деле, потому что я сейчас пытаюсь писать разного рода саундтреки, и вот эта вот штука с октавой вниз, с октавой вверх, она на самом деле лежит на поверхности вообще абсолютно просто, но почему-то я ее очень давно не применял, она у меня была, то есть в этом самом в астронавте я ее как-то пролистнул и никогда не задумывался о том, что там можно такие вот штуки делать, прикольно. По-моему, круто очень. Так, сейчас мы вернем вот этого товарища еще на место. Ну что забыли рассказать еще? Ну, такие диагнозы, которые были на поверхности, они вроде бы понятны, плюс-минус. Если мы еще поработаем с пациентом, будет чуть более понятнее. Можно вскрыть их, посмотреть кишочки. Все, по-моему, круто очень даже, я бы сказал. Препарировать их абсолютно? До крайней степени. Вот поэтому я их не могу продать. Потому что я вот так вот иногда сяду, такой, бля.
Но можно их использовать вот так вот. Все включаешь, там, в этом в педалборд собираешь, и одной кнопочкой вот. Там включил их. И выключил. Да, прикольно. Ну что, будем разбирать их, что ли? Да. Так, нужна отвертка для отсюда.